Сегодняшний выпуск нельзя начать без канонической цитаты. Вы самый жалкий из всех пиратов, о которых я слышал. Но вы обо мне слышали. О пиратах действительно что-нибудь слышали абсолютно все. Повязка на глазу, деревянная нога, ром, попугай, сундук мертвеца – это канонический образ. А как оно все было на самом деле? Как жили флибустьеры, кем были в реальной жизни, как зарабатывали и как тратили – об этом мы сегодня и поговорим. Сразу после открытия Америки началась колониальная гонка. Шла она по принципу «кто успел первый, тот и прав», а в Америке первыми успели испанцы. Это, во-первых, сказочно их обогатило, а во-вторых, сделало главной целью для пиратов всего мира. Желающих пограбить испанские корабли сразу нашлось очень много. Флот, что военный, что торговый, не обещал ничего, кроме тяжелой службы за чисто символические деньги. А вот удачливый пират мог разбогатеть за пару лет. Ну или погибнуть, но риск того стоил. На Карибы потянулись авантюристы всех мастей. Почему именно Карибы? Потому что через них испанцы гнали в Европу богатства, добытые в Новом Свете. Главным образом серебро. Конвои так называемого Серебряного флота были желанной добычей. Через те же воды шли табак, сахар, черные рабы. В общем, надо было только не зевать. Регион оказался идеальным для пиратства. Множество островов с удобными гаванями и кучей разных юрисдикций. А также акватория колоссальных размеров, которую Испания, при всем желании, не могла контролировать. В 1625 году пираты на французской службе сделали важный шаг. Они захватили остров Сент-Китс, а еще через 5 лет небольшой островок, который назывался Тортуга. Англичане старались от них не отставать и в 1655 году отжали испанский городок Кагуэй на Ямайке и переименовали его в Порт-Роял. С этого момента началась летопись золотого века пиратства. Здесь надо уточнить терминологию. Пират, корсар, капер – все это вещи похожие, но разные. Пират – это морской уголовник, без статуса и государственной крыши. Беспредельщик, одним словом. Ему враждебны все правительства. Он может только сбыть награбленное на черном рынке, а потом попробовать опять прикинуться простым моряком. Если такого Джона Сильвера ловят, то ждать его может только одно – виселица. Вопреки стереотипам, постоянно под черным флагом с черепом и костями пираты не ходили. Его поднимали ненадолго, уже перед самым абордажем. В остальное время на мачте развивалось что-нибудь безобидное, чтобы не пугать жертв раньше времени и не привлекать внимание военных кораблей. С корсарами история другая. Корсар – это капитан, получивший у одного из государств патент, то есть разрешение на грабеж кораблей вражеских стран. Корсар действует по правилам и даже должен доказывать легальность своей добычи в специальном призовом суде. Зато у него нет проблем с легализацией. Человек на работе, все нормально, он может идти с гордо поднятой головой и в кабак, и в бордель. Вешать его в случае чего нельзя, он пленный офицер. В общем, дело выгодное. Кроме корсаров были еще и каперы или приватиры. Но разница чисто языковая. Корсар – это по-французски, приватир по-английски, а капер – это больше к голландцам. Есть еще термин «флибустьер», но это уже географическое понятие. Морской разбойник, который действует именно в Карибском море. Конечно, на практике бывало всякое. Многие корсары на самом деле действовали в серой зоне. Скажем, война закончилась, дипломаты подписали мирный договор. Не отпускать же теперь вон тот красивый галеон. А про мир мы не знали, извините, мы в море были, новости до наших диких мест идут очень медленно. Великий Генри Морган, например, разграбил Панаму уже после заключения мира между Англией и Испанией. Письмо о мире догнало его уже в дороге. И что теперь, отменять такой перспективный поход? В итоге в Панаме Морган взял огромную добычу, заметную часть которой потратил на взятки судьям в Лондоне. Судьи все поняли правильно, и Генри уехал назад на Карибские острова уже вице-губернатором Ямайки. Негласно на Карибах действовало правило «нет мира за чертой». То есть к западу от Канарских островов и к югу от Северного тропика надо было исполнить что-нибудь совсем уж дикое, чтобы это считалось актом войны, а не досадным инцидентом. Так сказать, что происходит в море, то остается в море. Главное, чтобы без свидетелей. Все пираты, а также корсары, приватиры и каперы были похожи друг на друга. Обычно это молодые англичане и французы, реже голландцы. Но попадалась любая экзотика – итальянцы, испанцы, португальцы и даже шведы.
В командах было много африканцев, на плантации завозили толпы рабов, те иногда убегали, а куда простому парню податься? Иногда рабов держали и сами пираты. Люди, у которых дома все было хорошо, на пиратских кораблях оказывались очень редко. Аристократы там почти не встречались, как и вообще образованные люди. Стит Боннет, который бросил богатое поместье и ушел в пираты из тяги к приключениям, а на борту завел библиотеку, это экзотика. Иногда пиратами становились разные политические и религиозные изгнанники, например, французские гугеноты. Но основная пиратская масса состояла из обычных молодых уголовников, матросов-дезертиров, бандитов и авантюристов. Сам Морган начинал вербованным чернорабочим. Кого на кораблях практически не было, так это женщин. Есть история двух пираток – Энн Бонни и Мэри Рид. Обе они ходили в команде пирата Джека Рекхэма, он же Ситцевый Джек. Обе были довольно отмороженными. Например, настаивали, чтобы мужчины всегда убивали свидетелей. Обеих приговорили к повешению, но не повесили, потому что обе заявили на суде, что беременны. Это, пожалуй, единственный случай женского пиратства. В целом, пираты очень плохо относились к идее брать женщин на борт. Не из-за сексизма или суеверий, а просто, чтобы за них не началась конкуренция с поножовщиной. Женщины обычно ждали пиратов на берегу. На Тартугу их привез Бертран де Ажерон, губернатор колонии, человек деятельный и, можно сказать, урбанист. Он специально выписал из Франции партию преступниц и проституток. На прощание их выпороли, а после прибытия устроили аукцион, на котором каждый пират мог купить себе жену. Звучит мрачно, но для женщин это было повышение статуса. Дома они считались никем, а на Тартуге стали законными женами местных, так сказать, предпринимателей. Инициатива оказалась социально значимая. Женщины не давали мужьям пропивать всю добычу, поддерживали хозяйство, а некоторые занимались ремеслом и даже охотой. Мужей они видели не слишком часто. Большую часть жизни пират проводил на борту корабля. Место это было не очень приятное. Сами пиратские суда обычно были небольшими. Шлюпы, шхуны, бригантины. Эдвард Тич по кличке Черная Борода ходил на 40-пушечном корабле. Бартоломью Робертс на 32-пушечном, но такие фрегаты — это скорее исключение. Внутри было очень тесно. Настолько, что лишних пушек пираты старались не держать, чтобы сэкономить место. Обстреливать добычу все равно было бессмысленно. Ну, утопишь ты ее, а дальше что? А вот людей на любое корыто, наоборот, старались набить по максимуму. Численный перевес был главным аргументом при абордаже. Тут же ехали животные в роли запаса провизии. Воды не хватало, она быстро портилась. Помыться? Дождь пойдет, вот и помоешься. Нужду справляли за борт. С развлечениями было не очень. В свободное время пираты пили, играли в карты, в кости, а еще слушали музыку. Иногда для этого специально захватывали музыкантов, которых заставляли играть даже во время боя. В остальном многое зависело от капитана. Бартоломью Робертс, один из самых лихих пиратов в истории, был еще и автором одного из самых детальных пиратских кодексов. Робертс разрешал пить, но запрещал азартные игры. Могло быть и наоборот. Сухой закон до конца плавания, а кости – пожалуйста. За утайку добычи или дезертирство одни расстреливали, другие высаживали на необитаемом острове с бутылкой воды и ружьем. Дисциплина у пиратов вообще была железная, иначе всех перебили бы в первом же бою. Пираты особо не протестовали, во многих смыслах им жилось гораздо легче, чем на торговом флоте. Торговцы старались брать маленькие экипажи, чтобы экономить на зарплате. В результате на одного человека приходилось куча утомительной работы с парусами. У пиратов было наоборот. Когда на борту в ожидании абордажа мается человек 200, свободные руки всегда есть. О военном флоте и говорить нечего. Там служить было настолько отвратительно, что экипажи пополнялись в основном силой и обманом. Очень быстрое объявление. Новый номер журнала «Чтиво». В этом номере мы поговорим про потребление. Вообще, как так вышло, что цена на товар стала зависеть не от того, насколько этот товар нам полезен, а от того, как он меняет якобы статус владельца. Мы расскажем о том, как вообще менялась торговля от обмена соболиных шкурок на воск до маркетплейсов. Расскажем о главных торговых династиях в России и за рубежом. Мы расскажем о том, как государства вели друг с другом торговые войны и ведут до сих пор. Зачем вообще, что в результате этих войн получается. Расскажем о том, сколько на нас зарабатывают торговцы люксом и сколько зарабатывают торговцы всякими фейковыми вещами. Кроме этого, и самое главное, герой нашей обложки Сереж Бурунов дал
супер откровенное интервью. Мне так вышло, что мы раз в 4 года так получается, что мы с ним встречаемся и беседуем. Вот очередное очень хорошее интервью. Дорогие друзья, номер уже доступен по ссылке в описании. Ссылку оставляю внизу. Больше не отвлекаю вас от выпуска. Пока. Пиратский корабль по сравнению с другими кораблями выглядел как демократическое предприятие. Капитана и матросов связывала общая цель и общие интересы. И приказы выполнялись добровольно. Дележ добычи был строго регламентирован. Все собирали в одну кучу, а потом делили на доли. Утаить что-нибудь от товарищей было трудно. Личного пространства на корабле не существовало. Сначала выделялась доля короля, если речь шла о корсарах. Потом доля капитана, доля специалистов типа плотника или хирурга. И, наконец, доли рядовых. Неравенство не поощрялось. У того же Робертса капитан получал всего 2 доли рядового. Сам Робертс при этом все равно был гораздо богаче своих бойцов, потому что умел не пропивать награбленное. А вот у Моргана капитанов можно считать практически взорвавшейся аристократией. Они получали целых 8 стандартных долей. Отдельно оговаривались компенсации за увечья: рука, нога, глаз, палец. Пирату оплачивали все, что он терял в бою. Классические деревянные ноги, повязки на глаз и прочие грубые протезы действительно существовали. Хирург на борту пользовался почетом и уважением, потому что если хирурга не было, раны обрабатывал плотник с помощью пилы и топора. Хирургия тех времен, правда, ушла не сильно дальше, так что пират с отпиленной ногой вообще никого не удивлял. Для абордажа он уже не годился, но мог остаться в команде как кок, штурман или другой ценный специалист. Один из первых французских корсаров, Франсуа Леклер, как раз ходил на протезе и имел довольно предсказуемое прозвище «деревянная нога». Специалистов и вообще офицеров было немного. Боцман, канонир, плотник, повар, врач и еще бондарь, отвечавший за бочки с водой. Плюс 1 или 2 помощника капитана, вот и все. Отдельно стоял квартирмейстер. Он служил арбитром в конфликтах между членами команды, имел право наказывать, представлял команду в спорах с капитаном, отвечал за дисциплину, а в бою руководил абордажной командой. Когда в «Острове сокровищ» Сильвер представляется квартирмейстером, имеется в виду, что этот человек очень серьезный и довольно страшный. Как я уже сказал, из пушек пираты стреляли довольно редко и старались взять жертву на абордаж. Лучше всего с налета, не давая опомниться. Но захватить корабль или даже город – это полдела. Надо было еще собрать все ценное, включая все, что припрятано. Так что после боя в обязательном порядке начинались пытки. Хуже всего приходилось тем, кому отдавать было нечего. Таких могли запытать до смерти, а потом пожать плечами. Ну, надо же, не врал. С городов обычно требовали выкуп, а при отказе сжигали. Допустим, известный пират Мишель де Грамон, когда взял порт Веракрус, с грабежом заморачиваться не стал, а взял деньгами и в результате успел уйти от преследования. Но если время было, то кроме денег забирали товары. Например, когда Франсуа Алане захватил Маракайбо, то ему достались крупные партии табака, какао и рабов. Захватил город – это внушительно звучит, но реально речь шла о небольших стычках. Знаменитый рейд Моргана на Порто-Белло, гавань, откуда уходили в Европу испанские серебряные флоты, это 500 пиратов против 80 солдат гарнизона. В тех случаях, когда флибустьеры натыкались на сопротивление настоящих боевых частей или кораблей, исход был предсказуемым. Самих пиратов тоже было относительно немного. Обычно в каждый конкретный момент пиратским промыслом на Карибах занимались 2 или 4 тысячи человек. Морган собрал в поход на Панаму в 1671 году 1800 человек. И это был рекорд. Жили пираты недолго. Если морской волк не завязывал после пары удачных экспедиций, то года через 3 погибал в бою, тонул или умирал от болезни. Как пираты тратили деньги? Ну, в основном пропивали на базе. И чтобы реально разбогатеть на пиратстве, надо было открывать кабак или бордель. На одного поднявшегося Генри Моргана приходились тысячи бедолаг, которым не доставалось даже могилы. В XVIII веке карибское пиратство сошло на нет, регион был плюс-минус освоен, и теперь тут богатели работорговцы, поставлявшие рабов на плантации. А пираты всем мешали. В 1710-х начались массовые рейды флотов по акватории Карибского моря. Флибустьеров ловили и вешали. Несмотря на весь свой анархический дух, пиратство могло существовать только в серой зоне и только под крылом того или иного государства.
Попытки построить свободное пиратское государство обычно заканчивались тем, что приходил линейный корабль и всех разгонял. Дольше всех продержалась вольная гавань в Нассау на Багамах. Она существовала с 1706 по 1718, целых 12 лет. Но тут пираты действовали уже как мафия. Губернаторов подкупали, а сами беспредельничали под их прикрытием. Потом в Европе кончилась очередная большая война, освободились боевые корабли, и в Нассау прибыла эскадра с понятным предложением. Кто раскается, тем амнистию, а кто нет, того повесим. Многие отказались и пиратствовали еще несколько лет. Но в итоге Робертс и Черная Борода были убиты в бою. Большинство их коллег повешены, а эпоха пиратов подошла к концу.